Он нам что-то тут доделал, но... Поясни. Что-то удалил. Говорит, мертвый код. Давайте глянем. Issue Created так и осталось нетронутым. Накапливаем уже задачи для него, чтобы он не запутался. И смотрим, что он там удалил. После этой замены сами объекты нигде в файле больше не читались, только объявлялись. Это и есть мертвый код, код, который объявлен, но никогда не выполняется и не используется. Я их удалил, чтобы не захламлять файл. Дай более подробный текст коммита для этой правки от относительного пути к файлу до удаления и пояснения причины. Сделай в формате похожем на этот. Окей, хорошо. И дадим ссылку на где это все было. Так, что у нас? Issue Created он все-таки не заменил, не дотянулся туда. Issue Created. Выделяем это, вырезаем и скармливаем ему. И опять дублируем ему скрипт о том, что надо проверить весь файл, а не только точечно. То есть, может быть, эта штука тянется вообще из другого файла, а поэтому он до нее не дотянулся. Ну, такое тоже возможно. Я не смею винить, потому что я не знаю,
что там на земле было. Он больше это знает. Со стороны бэкэнда, значит, с пробелом. Значение с пробелом. Не находит ключ с пробелом, fallback. Тоже возвращает строку с пробелом. Нужно нормализовать ключ и добавить перевод. Так, это он только зашил туда ключ. А теперь он должен создать какой-то перевод. Я так понимаю. Ну да, сейчас вот добавит это в английский. И сейчас добавит это в... А где там веб-хук? Я его, кстати, и не видел. Или забыл о нем уже. Это я копировал все. И получается, он где-то еще увидел. Пока что еще меняет. Окей. А нельзя пробелы использовать до библиотеки. Так, это вроде бы нужный сервер. Мы ему... Не изменилось. Нужно посмотреть тип данных. Хорошо, что проект начинающий такой, не так уж много вкладок. Ну и с ними заморочек тоже тут хватает. Так, он что-то понял для себя. Прочитай по API. Я вижу тот же процедуры IFA
Потом запуски. Запуски. И вот этот вот наш issue created. Давайте дадим его какие-то уникальные значения. Равно copy selector равно copy full path Если у него возникают проблемы, может ему просто всю страницу скормить. Это все в Ну, если у него возникают какие-то сложности, значит, ему нужно больше информации для того, чтобы решить. Мы же исходим из того, что он супер умный. А здесь не так уж и много кода. Все откуда-то тянется. И, может быть, он... Так, что ему помогло? На что это он ссылается? Ему помог, когда мы скопировали полностью элемент. Окей, ну то есть что-то из того, что мы предоставили ему, помогло и дало дополнительную рутины дополняет. Нормально так дополняет. Ну да, наверное, веб-хук это, наверное, веб-хук. Наверное, никак и не переводится. Веб-крючок.
Так. Задача создана. Отлично. Готово. Это валидный статус из routine run statuses, означает запуск успешно. Добавлены все 6 статусов. Класс. Мне нравится. Активность. Так, ну если ему элемент понравился, то давайте ему элемент селектор на всякий случай. И все-таки полный экспас. Потом отобьем пробелами. Source manual. Copy element. Copy selector. И copy expose. Issue created. Так, ну, посмотрим, это вообще один элемент или несколько. Ага, статус это один, а вот это... Routine ID это что-то другое. Copy element. Ну и пусть думает. А пока пауза. Так, и я попросил поменять формат часов. И это вышло тоже не быстро. Но зато прикольненько. Мне нравится. Давайте откроем настройки. Настройки, и здесь поменяем с русского на English. И глянем, что здесь будет. Подтянулись AM, PM. Хорошо. Все работает. Запуски, тут все чисто, активность, все чистенько. Задачи. А там были где-то какие-то уведомляшки такие. Вот, последние запуски. Вот, да, нашел эту штуку.
Копи элемент. Ну, закинем ему, чтобы он весь контекст там вычистил. Ну, как я понимаю, мы прямо вообще уже движемся к финалу первого языка. Но нам надо зафиналить сколько? Русский, украинский. Кириллица — это и так понятно, что... Хотя... там есть сложности с отображением кириллического. Ну, я не хочу это делать, это новая задача. Немецкий, китайский и португальский. То есть вот русский, украинский, немецкий, китайский и португальский. Какие запросы есть, мы начнем просто с этого. Так, он нашел, мы переносим на второй экран, чтобы смотреть, что он делает. И пока, по-моему, это уже все правки, которые я находил, которые требуют какого-то участия. Вот это я, да, помню, что там in progress, to do, да, то есть вот так вот мы можем посмотреть. Ну да, то есть еще и канбан доска у нас прикручена сюда. Он там агрессивно меняет код, поэтому здесь все ломается, но это нормально. Ну, пока здесь ломается, то мы ничего и сделать не можем, ничего поискать не можем. Тут тоже будет сломано, я так понимаю. Нет, только здесь. Хорошо. Получается, мы можем пока посмотреть все остальные вкладки. Совет. Ничего английского не вижу. Онбординг. Красивенько, как хорошо. Агент. Это не подтягивается без названия компании. Перетягиваем. В работе. К выполнению. Бэклог. Давайте зайдем в саму задачу. А почему здесь?
Это все еще есть. Так, мы здесь. Там вроде бы все получилось. А вот здесь вот еще. Наверное, U и System. Это будет второй блок. Ну и сюда же закидываем стандартное, чтобы он сразу рядом посмотрел. А мы пока пойдем туда же и поищем регулярная без проекта, красная. In review. Я что-то не мог в in review закинуть ее задачу. Но здесь все хорошо перевелось. Заблокировано. Так, надо done ее. Готово. А это у нас что? Cancel. Отменено. Ну, то есть здесь все хорошо отрабатывают. Синюю еще не смотрели, да? И в нее невозможно попасть просто так. К выполнению. Ну, мы здесь все оттестировали, здесь все хорошо. Тут отличненько. Что на английском должно быть на английском. Так, чуть-чуть. Ну, шикарно. Хотя вот борт. Так, это отделяем визуально. Закидываем. И после этого еще отделяем. И еще закидываем. Мы успешно с ним сработали, когда закидывали ему конкретный элемент, где это находится. И он тогда очень легко находил. А так все очень-очень классненько. Прямо очень хорошо. И здесь мы покажем, что это здесь U. И что еще здесь у нас? Так, он еще не закончил. Ну я перенесу сейчас на соседний экран, чтобы постоянно видеть, что он там справился или не справился.
Так, он вроде говорит, что справился. К выполнению, да, эти сделал. Тогда мы ему закидываем то, что уже готово. Или то, что здесь же находится, да? Давайте сделаем то, что здесь же находится. Копировать элемент. И что там еще такое? Blocked. И статусы in review. И всякие такие. И у них получается blocked. Copy элемент. И in review copy элемент. Это мы вырезаем. Точнее, вот так вот копируем, вставляем, чтобы он уже что-то работал. А мы уже в это время тогда подчищаем то, что ему отправили. Так, 2 часа до конца марафона, 24 часа. Что сможем успеть сделать за эти 24 часа? Так, это оставляем здесь, чтобы проверить. Второе, то, что мы закинули, где оно находилось? Так, откроем в соседней вкладке это же. Так, что мы ему закинули? Так, сейчас все на этой вкладке, хорошо. А следующее, так, чтобы я видел, перенесу сюда. Он пока что решает, и я это вижу наглядно. А здесь процедуры. Процедуры. Процедуры, создать процедуру, вкладки процедуры, последние запуски. И здесь мы тут фильтрацию нашли. Иконка фильтра нажата, да. Все правильно. Хорошо. Мы тестируем здесь и здесь. А на третьей мы пойдем дальше. Что-нибудь искать. Входящие. Но это название. Approved. Approved.
Чем меньше информации дадим, тем меньше запутается. Так, идем в самый конец. И здесь создаем новый баг report. Это третья вкладка. Здесь получается approved находится здесь. Copy элемент. И мы вставляем то, что он скопировал, описал. И также approved находится, если тыкнуть внутрь, там все еще работает. И мы ищем селектор. Так, ну и отделим ему, чтобы он понимал, что это нечто другое. Скопируем. Вставим и подождем, пока он завершит. То есть 3 панельки у нас уже есть, которые можно тестировать. И там, где явно, что что-то может быть не так. Что здесь в новом? Priority. Да, хорошо, отлично. Я думаю, вот так вот. Запускаем сюда. И ищем. Так, а это нам надо сделать в новой вкладке. Новая задача. И находим этот priority. Вот он, этот priority. И описание. Копировать. Вставить. Так, он пока там работает. И то, что делает, ну, вроде бы все правильно. Возражений у меня не возникает. Здесь мы проработали 4 вкладки. Ну и начнем 5-ю. Тыкать, искать. Где может быть что-то. Вот и agents. Copy элемент.
Ну, предположим, что что-то еще будет. Допустим, откроем дальше. Отменен 6 seconds. 1 hour ago. Ну это можно все туда, наверное. Копи. Так, мы, наверное, вот так вот сделаем. Так, что тут у нас еще? Seconds. Hours уже тут есть. Тут разные. Получается, здесь завершен. Ну это тоже завершен. 1 час назад. Тут окей. Pause running. Open blocked. Окей. Да, хорошо. Пусть это, если разные, мы ему поможем это все понаходить. Тут вроде бы все нормально. Тут нету данных, поэтому, может быть, там все плохо, но мы это сейчас не видим. Create new agent. Это, наверное, название самой задачи, то есть это текст внутри. Создай. Угу. Угу. Хорошо. Issue read marked. Обновил. Изменил статус. Ну, то есть он поменял, но как бы не все. То есть не до конца прочитал файл. Не часто я ему повторял вот те вот фразы, что проверь сразу в несколько сторон. Ой, назад. Получается, это мы возвращаем вот сюда вот. И уже в новой вкладке мы открываем вот эту вот штуку и начинаем уже с ней играться. Cloud exit with code 1. Наверное, мы до сюда скопируем. И здесь уже покажем, на что мы обращаем внимание. С одной стороны, время не то. А с другой стороны, там массивное обновление файлов. Поэтому нас сейчас блокируют слегка. Копировать элемент. Ну и проверяем его. У нас ничего не получилось, то есть это какой-то другой элемент. Или старый. Окей.
Где тут exit? Code 1. А здесь я не вижу. Агенты. Правильно ли я скопировал селектор? Откуда надо взять, чтобы это скопировать? Вот. Что вот эта вот штука хранится где-то здесь. Он обновляет файлы, поэтому не имеем доступа. Проверим на всякий случай. Ну да, я не то скопировал из-за этих прыжков, перезагрузок. Ну да, вот это уже то, что надо. И вот эта штука какая-то непонятная. Тут формат времени неправильный. Ну да, есть этот текст, хорошо. Cloud exit with code 1 and cancelled. Это весь блок подлежит переводу. Получается, cancelled — это отдельная штука, которую отдельно надо копировать. Exit код 1. Это тоже какая-то отдельная штука. Он пока там шевелится, делает что-то. Так, сессия. Вроде все чистенько. К выполнению. То есть поехала чуть-чуть верстка. Но зависит от размера экрана. Не мы собирали адаптивность, поэтому не нам ее исправлять. Над адаптивностью пусть другие светлые умы думают. Там еще выполняется предыдущая правка. Вопрос по формату времени.
Я думаю, одного элемента отсюда достаточно. Он тогда должен подтянуть все элементы и поправить их. Поэтому я не стараюсь все поймать. А один только из класса. Ну, на самом деле, вот это все, конечно, с яишкой делать легко. По сравнению с тем, что это вручную все делать. Вроде бы сложно, но на самом деле легкотня. Где тут еще что-то выглядит как переменная? Так, он постоянно там трудится, что-нибудь хорошее делает нам. Че ты? Вот, он что-то постоянно там делает. Поэтому я его не останавливаю. И мы тут свое делаем. Если успеем долистать, пока он новое что-нибудь нам не обрушит. Но это временно. Наоборот, чтобы потом все работало слаженно, как часики. Я пока вижу только текст, никаких признаков наличия переменных я не вижу. А вот есть. И вот это что-то такое похоже на... Я успел зацепить или нет? А зато мы знаем, где уже. Идем в самый низ. Вот мы и накопировали здесь. Ну, отлично. Просто отлично. А что там по созданию компании? Агент. Задача. А текст мы не будем переводить. Потому что яишка заточена, может быть, на английский язык. Пусть будет именно так. Онбординг уже корректно. Хорошо.
Тогда возвращаем эту вкладку на место. И последовательно уже скармливаем. Ну, то есть я считаю, что уже мы все нашли, все, что можно было найти. Теперь просто будем тестировать, что то, что уже нашли, оно обработано и будет изменено. Так, ну если он еще работает, то мы можем повторно пройтись по всем моментам. Но я думаю, я уже ничего не поймаю нового. Так, идем с самого низа. Совет. Тут все. Переключиться на светлую тему, переключиться на темную. Мы это еще не кликали. Работает. Документация. Это просто ссылка, да, тут ничего переводить мы не будем. Настройки экземпляра. Ой, а тут мы вообще ничего не делали, не тестировали, не смотрели. Или нет, или это наши стандартные настройки. Получается, здесь Local Trusted, мы это уже рассказывали ему. Нет. Тогда это будет новое. Так, вроде бы он закончил. Тогда мы идем к самому первому, чтобы мы могли проверить с вот этой штукой. И мы ему копируем, вставляем и стираем у себя. И будем искать что-то здесь. Пока его переносим на отдельный экран. И пробуем смотреть, что у нас здесь. Одна ли только штука?
Они кликаются, мы функционал не сломали. 3, 7, 14, 7, 1, 2, 4, ежемесячно, 3 месяца, 6. Так, обмен данными об A, обратная связь. Всегда не разрешать. Ага, то есть тут вот еще вторая штука, которая спряталась. Все остальное вроде бы адекватно. Тут есть профиль. Вот где этот борд. И вот где этот борд. Теперь я понял, где эти настройки. Я их не видел раньше. Когда делаешь локализацию, то как раз... Я не знаю, email, наверное, так и оставим. Не будем заменять на электронную почту. Так, это мы уже зашли на новую штуку. И нам надо создать уже для нее новую вкладку, чтобы потом проверять. Мы это копируем, вставляем, а здесь возвращаемся назад. И вот эту вот вкладку мы выбираем. И мы ее вставляем вот сюда, вот в очередь ожидания. Что-то он пишет про мертвый код. Так, это мы скопировали. Сейчас скопируем, где эти переменные находятся. Я уже надеялся, что можно как-то, остановиться. Это еще, очень на явном месте, очень-очень на явном месте, поэтому я думаю, что здесь еще мы обязаны сделать, а дальше уже, чтобы пользователи могли сами тикеты создавать, если где-то что-то не так. Или поправить уже после той титанической работы, которую мы сделали с вами, то это, конечно, будет очень просто. Так, Local Trusted, это мы уже здесь были. Мы здесь проверяли. И тут еще какая-то, была? Да, вот эта вот штука. Access. И вся панелька вот эта. Точно. Полностью вся эта панель. Если мы это уже нашли, то получается, это нам надо перенести
сюда. У нас два разных элемента. Это вот первый элемент, который отдельно стоящий, он такой возглавляет список. И все остальные, они уже, я думаю, в ряд подчиненные. То есть, если здесь только один найти, то он все остальное должен найти. Особенно с нашим промптом, который мы постоянно повторяем, что если мы тебе дали один файл, то прочитай его полностью до конца и сверь его с русским и с английским вариантом, там, где расшифровки идут. Так, тут тоже board, но я не знаю, насколько оно здесь задублировано. Ну, на всякий случай мы можем это действительно выделить все и вставить. Или просто сюда же накидать. Это та же страница, та же вкладка. Так что если он одно найдет, я думаю, остальное он должен найти тоже. Я пытался просто элемент скопировать, а у меня еще сохранилась вся страница скопированная. Так, какой следующий элемент? Вот этот, наверное. Что здесь не нравится? Owner Active. А все остальное вроде бы нормально. Изолированное рабочее пространство. Автоперезапуск сервера при простое. Плагины. Ну, я думаю, это название плагинов, поэтому мы их переводить не будем. А если авторы их так назвали, то они хотят, чтобы так они назывались. А вот example я бы, наверное, перевел. Причем в двух местах. Ниже все корректно. Угу. И ловим вот этот example. И ловим один из этих. А остальные, я думаю, автоматически подтянутся. Но он их должен найти, учитывая наше настойчивое упоминание каждый раз, чтобы он проверил весь файл. Альфа какой-то. А где еще тут есть какие-то нестыковки? Cloud Local, я думаю, это нормально. Codex Local. Cursor, Gemini Local. Я думаю, это все нормально. Встроенный. То есть остальное переведено. Мне нравится.
Копируем. Так, а по-моему мы нашли где-то там тоже вкладку и ошибку, и не сохранили, где оно находится, и что это за... Где мы только что были? Плагины, менеджер плагинов, плагины. Нет, тут мы уже плагины, и здесь вот этот examples, то есть мы его забираем и переносим вот сюда вот. Хранить. Так, он у нас сделал следующий и готов к новому. Но давайте его проверим. Он говорит, борд исчезнет. А где этот борд? Здесь не перевел, здесь перевел. Частично. Минуты. Хорошо. И где это мы? Задачи if. Так, а что у нас здесь было? У нас была здесь доска. А почему доска, а не совет? Непоследовательность. Доска. Совет. Вот вам и контроль за ишкой. Да, вроде бы все получается, но мы не укладываемся во время. То есть уже 5 часов, и за 24 часа, за сутки накодить одну фичу в open source проект, я вижу, что не получилось. А что у нас по лимитам? $52. Что будет, если мы запустим... мы попросим его запустить субагентов на разные задачи, чтобы они это все выполнили. А тогда нам что нужно? Ну да, то есть мы не в наши ресурсы, получается, упираемся, а упираемся в технические возможности.
сразу запустить много агентов. А сейчас надиктуем ему. Хочу с тобой посоветоваться. У меня есть ряд задач и ряд правок, и я хочу, чтобы они никак не пересекались между собой и не конфликтовали. При этом в начале, в шапке, есть стандартное сообщение, которое должно быть мультиплицировано для каждого субагента, которого ты создашь. То есть, чтобы они проверяли, если в файле уже есть какой-то захардкоженный название UI-ки, то они обязаны проверить весь файл до конца, и они должны проверить, что переводы внесены в английскую версию и что переводы внесены в русскую версию. И запустить их параллельно. Что ты скажешь по этому поводу? Выполнимо ли это? Сократит ли это время затраты на выполнение задачи? Не будет ли каких-то конфликтов? И справишься ли ты управлять этими агентами? И сможешь ли ты им объяснить задачу, которую они должны выполнить? И сможешь ли ты запустить на каждую из задач по одному отдельному агенту? Что ты на это скажешь? Ты будешь ими управлять. Твои мысли. Вот какие задачи я хочу, чтобы ты им поручил. Вначале это вот то, что надо каждому рассказать, что файл до конца они должны прочитать, если там хотя бы одна ошибка есть, захардкоженный UI, текст названия, и проверить и английскую, что туда все перенесено, и русскую версию, что туда тоже все перенесено. И это мы вставим в самое начало перед инструкцией. Так, а вот здесь вот мы отделим просто, чтобы было видно. И вот сюда вот ставим. Посмотрим, что у нас сейчас. Чисто итог. Так, ну давай мы посмотрим, что там у нас. Что мы хотели? Здесь должен быть U. Вместо U, в смысле. U остался. Здесь у нас фильтр совет. Хорошо. Мы берем это сообщение и до конца копируем и вставляем в него. Послушаем, что он скажет, послушаем. Для него этот объем текста, который мы накидали, это вообще одним глазом глянуть за секунду. Так что я думаю, он быстренько нам ответит что-нибудь. Ну и получается QA на нас. То есть мы обеспечиваем качество и физически проверяем. Вот, допустим, доску на совет он уже сменил. А там, где U, этот баг остался.
Я бы сказал, что он не принципиален, что если есть там такие фундаментальные сложности его реализовать, может быть, я постараюсь описать ему один раз классно и хорошо, чтобы он увидел и понял. Но если не получится, то я просто пропущу этот баг. Он незначителен. Выполнимо, да. Каждый агент получит конкретные TSX-файлы, строго свои JSON-локалки. Они не пересекутся. Ускорит ли значительно 5-6 агентов параллельно вместо 5-6 итераций последовательно? Конфликты. Единственный риск: 2 агента пишут в один JSON. Решение каждому агенту назначит эксклюзивный набор локаль-файлов. Агент пишет только в свои файлы, даже если что-то нашел не в своем, сообщает мне, я разбираюсь сам. Могу ли управлять? Да, каждый агент получает самостоятельный промпт со стандартной структурой, контекстный список файлов. Результаты проверяю сам перед тем, как сообщить тебе. Вот предлагаемое разбиение по задачам и скриптов. Оговорки: board в настройках профиля. Это данные SBD, имя пользователя. Не фронтовый хардкор. Placeholder уже переведен как совет. Агент это пропустит. Cloud exited with code 1, cloud run failed, сообщение бэкэнда, фронтенд их только рендерит, не переводится на фронте. 1 час назад 40 секунд формирования времени, уже через time ago агент проверит, если там хардкод. Запускай. Мне проще запустить, посмотреть, что он уже исправит, закрыть вкладки, где я уже понаходил какие-то баги, а потом ему рассказать, считаю ли я, что там должен быть вместо board совет. Но изначально пусть он выполнит вот эти вот все штуки. Так, я ставлю на паузу и продолжу, когда они уже начнут это делать. По-моему, у меня еще видео отвалилось, да? Да, по-моему, у меня еще видео отвалилось. Окей, хорошо. Точно пауза.